Привет, я еду на финал Кубка Италии Милан-Болонья в Рим. Это историческое событие. Милан не выигрывал Кубок Италии 22 года, Болонья 52. Я уже знаю, что это будет супер тяжелый выезд, потому что я сейчас в Милане, сейчас 7 утра, а вернусь обратно я только завтра после 3 часов дня, поэтому уже можете ставить лайки и подписываться, потому что я это делаю, чтобы вам это показать. До Рима я буду ехать 8 часов на Фликсбасе, но из приятного эта поездка будет стоить 18 евро. Ну, я как-то в Рим и за 7 евро из Милана ездил, но 18, потому что я взял этот билет прямо когда узнал, что Милан будет в финале Кубка Италии. Сейчас дорога в Рим стоит абсолютно других денег, потому что я думаю, что 1030 фанатов едет сегодня из Милана в Рим. Процентов 80 автобусов фанаты Милана. По дороге несколько остановок, в том числе возле Флоренции. Можно выйти, попить, покушать, отдохнуть. В Рим сегодня едут не только из Милана, но и из Болоньи. И посмотрите, вот тут вот пересеклись фанаты Милана и Болоньи. И это самые частые происшествия в Италии, когда фанаты пересекаются где-то на трассе. У Болоньи сегодня рекордный выезд в их истории. 30 тысяч фанатов едет из Болоньи в Рим. Такого у них никогда не было, потому что это только финал какого-то кубка, а они там не были уже 50 лет. Полиции очень много, и они готовы действовать. На этих всех остановках главное, чтобы автобус не уехал без вас, пока вы ждете свою еду. Организованных фанатов прям в сопровождении полиции везут. Говорят, все дороги ведут в Рим. Может и правда, уже который раз я тут снова оказался. Зашел сразу на всякий случай, купил билет на городской автобус. 1,5 евро тут это стоит. Тибуртино, второй железнодорожный вокзал Рима. Ну, видите, в Риме есть что-то, кроме античных зданий. Я в Риме далеко не первый раз, так что думаю, надо сразу отправляться к стадиону. 4 часа до матча. Вот на этом автобусе мог уехать, но подожду следующий. Похоже, технологии дошли до того, что в автобусах в Риме можно платить картами спустя 2000 лет. Но я прокомпенсирую билетик. По старинке. Рим все-таки. По Риму даже просто на автобусе очень интересно и красиво ездить. Столько всего необычного. Ворота в Рим. Для начала планирую отправиться на точку сбора фанатов Милана. Кстати, фанаты Милана обычно не носят клубные цвета, они одеваются во все черное. Поэтому, если вы видите человека, одетого во все черное, ну, вполне возможно, что это фанат Милана. Как вы понимаете, во всех барчиках недалеко от стадиона достаточно ажиотажно перед матчем. Но, думаю, самое время съесть какой-то кусок пиццы, потому что потом, наверное, уже будет не до этого. Кусок пиццы и фреш 6,50. По идее, это малая часть автобусов, которые привезли фанатов Милана в Рим. Ну и виды Тибра специально для вас. Красиво, да? Количество автобусов какое-то бесконечное, но 30 тысяч фанатов привезти, это вам не шутки. Вот мы приближаемся к точке сбора фанатов Милана. Причем автобусы продолжают прибывать и прибывать со всей Италии. Знаете, на финал Кубка Италии съезжаются фан-клубы Милана со всех городов. Причем, мне кажется, задействованы просто все автобусы всей Италии, чтобы сегодня свести сюда 70 тысяч фанатов. Видите, это автобусы фирмы, которая занимается просто регулярными перевозками. Автобусы с фанатами встречают не хуже, чем автобусы с футболистами. Полиция пыталась проехать, но их типа засвистали, и они просто теперь едут куда-то в другую сторону, разворачиваются. Похоже, идем выстраиваться в колонну к стадиону. В общем, странная ситуация. Часть фанатов стоит тут, но почему-то многие уже уходят дальше к стадиону. То есть, то ли колонны не будет, то ли она стартует ближе к стадиону. Но в принципе место сбора анонсировано тут.
тут все собирались, и отсюда логично стартовать. Но почему-то многие реально ушли вперед. 2 часа до матча, но автобусы все прибывают и прибывают. Едет колонна от организаторов Кубка с надписью «Маркетинг». Видимо, везут разных гостей, потому что на разные автобусы очень по-разному реагируют, зависит, видимо, от того, кто там сидит. Посмотрите сверху, как там красиво. Обсерватория, как я понимаю. Уже, кстати, 12 часов, как я вышел из дома. Что-то как-то все больше и больше людей уходит. Такое ощущение, что колонна так и не организовалась. А вот и автобус Милана. Ну, как я понимаю, автобус поймали неожиданно, потому что не были готовы его встречать. И как-то сейчас все хаотично двинулись, но вот хорошей организованной колонны, походу, так и не случилось. Хотя, представляете, если бы 30 тысяч шло бы на стадион организованно. Ну, может, не все 30, но явно побольше. Очередная точка собрания фанатов. Тут еще, кстати, параллельно крутой теннисный турнир проходит. АТП и ВТА Рим. Заблокировали чью-то машину. Я не знаю, может, кого-то из Ювентуса, что ли? Непонятно, кто это был. Вообще очень странно, что улица, по которой должны идти 30 тысяч фанатов, не перекрыта. И что в некоторых городах они перекрывают улицы на маленьких матчах, где вообще никого нет. Просто перекрывают. А тут такой поток, и оно не перекрыто. Хотя на матчах Ромы и Лацио, мне кажется, не перекрывают тут. Приближаемся к стадиону. Ну, тут все в архитектуре 30-х. А как вы знаете, что в 30-х в Италии заправлял Муссолини. Вот, собственно, колонна Муссолини, которая до сих пор тут стоит. Чтобы вы не думали, что я выдумываю или ошибся, Муссолини. Ну, вы знаете, да, его идеологию, кем он был. А вот Олимпийский стадион Рима уже виднеется. Эти даже подходы к стадиону такие величественные, с барельефами. В Риме не просто обычно попасть на стадион. Час 20 до матча начинаю заходить. Мне сегодня на Курво суд вместе с фанатами Милана. Это все очередь на вход, и люди продолжают прибывать и прибывать. Причем очереди очень диспропорциональны. Сколько людей тут стоит вот в эти ворота, а сколько людей стоит тут вот в эти ворота. Ну, вы же понимаете, в какие я сейчас пойду. Достал. Вся толпа должна протиснуться в эти 5 гейтов. Тут проверяют наличие билета. Проверка кажется настолько лояльной, что мне кажется, только что парень даже без билета смог пройти, потому что там красным загорелось, а он такой, ну ладно, иди. Ну и обыски сильно жесткие. Добро пожаловать на территорию Олимпийского комплекса, но это еще не все, дальше еще будут проверки. Тут видите всякие мозаики эпохи Муссолини, ну, с закосом на Римскую империю. Искусство, техника, рабочие,
В общем, все тут присутствует. Но вот этот, конечно, красавец. Ну, староват, правда, уже. Вот эта мозаика называется «Фанаты Милана мчатся на Олимпийский за Кубком Италии». Проходка, видимо, таки была, но я стартанул чуть раньше, но она, видимо, стартанула, когда уже почти все фанаты Милана позаходили. Я, конечно, хотел снять проходку, но вы видели, было очень непонятно. Во-первых, все массово оттуда уходили, и там уже почти никого не оставалось. Во-вторых, не было никакой информации, и было ощущение, что реально уже ничего не будет, что все своим ходом просто идут к стадиону. И фонтанчик нас ждет. Но вообще с проходкой, учитывая особенности входа на этот стадион, что тут двойной контроль, и что сегодня все-таки финал Кубка, где шоу начинается раньше, ну, наверное, как-то пораньше, может, надо было стартовать. Но я, когда не снимаю для вас что-то интересное, я даже чуть-чуть расстраиваюсь. Тут второй уже более жесткий контроль с турникетами и с полицией после них. 55 минут до матча, я внутри стадиона, мой билет сегодня стоил 60 евро, я его купил как владелец сезонного абонемента на Милан по миланской клубной карте. Не всем такое досталось. Это я буду сидеть на Курве Суд за воротами с фанатами Милана. На центр билет, по-моему, стоил 140 евро. Они для Кубка даже сделали магазинчик Милана на Олимпийском стадионе Рима. Вот цены, если кого-то интересуют. Вот такая тут продукция. А вот цены на питание для вас. Добро пожаловать на стадион Олимпика в Риме. Это Курва Суд Милана. Обычно тут сидят фанаты Ромы. Это стадион, и там напротив сегодня фанаты Болоньи, обычно там фанаты Лацио. Кстати, у меня есть выпуск с матча Рома-Динамо Киев. Если интересно, посмотрите после этого. Я, как обычно, двигаюсь на самый верх. У меня 72-й ряд. Но посмотрите на этот вид. Ну, круто же. Тут лежат красные флажки. Что для вас красный флаг? Но обычно Кубок Италии, финал, славится очень крутыми хореографиями и перформансами. Я был на финале Кубка Италии, когда это было Фиорентина-Интер, когда Интер его выиграл. Сейчас я ставлю ту хореографию. Она была невероятной. А сегодня, насколько я знаю, фанаты Милана хотели сделать тоже крутую хореографию, но ее запретили. Вот такие вот итальянские чиновники. Но Болонья вроде сегодня с хореографией. Посмотрите на эту красоту. Выходит Милан! Судя по тому, что когда я зашел, Курва Суд уже почти вся на месте, видимо, реально на проходку остались несколько энтузиастов. Готовится объявлять состав Болоньи. Тут не одобряют состав Болоньи. Вот вам вид за Олимпийский. Мое место стоит 60 евро, ну, вроде хорошо видно. А вот тут за стеклышком уже 140 евро. Как вы думаете, стоило переплачивать? Стадион тут пополам делят, видите, там где стерты середина. Но я волновался, что оттуда будет вид на хореографию лучше, но учитывая, что у Милана не будет хореографии, получается, переплачивать точно не стоило. Видите, в Милане все еще скучают за Пиоли, с которым Милан выиграл серию А. Я был тогда на праздновании этого чемпионства на Дуомо. Очень интересные воспоминания. Вот, кстати, Роберто, о котором я вам рассказывал вчера в выпуске из Бреша. Ну что, с вами снова Миша Перформанс. Вот такое у нас тут.
Болонья опустила полноценный перформанс со своими игроками. У Милана тоже должен был быть, но его запретили. Но верх не такой крутой, как на том финале, что я был до этого, конечно. Мы вот, к сожалению, без перформанса. Просто со своими голосами и руками. Играет гимн Италии перед финалом. Команды выстроились на поле, все готово к началу. Кубок Италии 2025, мы начинаем. И Болонья, как обычно, со своими флагами. У Милана обычно тоже много флагов, но сейчас они все под запретом. Милан забивает первый гол. Все подумали, что забил, а нифига не забил. Видите, такое тоже бывает. Близость поля на Олимпийском, конечно, оставляет желать лучшего. Я с воротами Болоньи как будто бы в разных вселенных, вот они там вдалеке. Про камеру паука, которая летает над полем, вы, наверное, знаете. Вот она сейчас по центру кадра. Но теперь матчи снимают еще и на дроны. Вон он летит. На перерыв уходим со счетом 0-0. Очень напряженный первый тайм. Тренер Болоньи Итальяно. И ворота, видите, сегодня такие Итальяно. Может, это заговор какой-то? Начали второй тайм. Болонья забивает первый гол. Милан уже не тот. Но есть шанс для Милана, называется ВАР. Проверяют на офсайд. ВАР не помог. 0-1, Болонья выходит вперед. Но надо отыгрываться, время еще есть. Фанаты Милана пели перед матчем песню про Пиоли. И, честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем надо было увольнять Пиоли, который привел команду к чемпионству, при том, что до этого у Милана дела были так себе. И к чемпионству, и к полуфиналу Лиги Чемпионов. И его после этого уволили. О чем думает руководство, непонятно. Ну, говорят, что сейчас проблема Милана – это руководство. А вот руководство Болоньи как раз все в порядке. Говорят, там серьезные профессионалы. И результаты говорят сами о себе. Поддержка продолжается. Эти парни верят в клуб до конца. Какой бы ни был результат на поле и кто бы ни был в руководстве. Добавлено 6 минут надежды для фанатов Милана. Финальный свисток. Болонья впервые более чем за 50 лет выиграла Кубок Италии у Милана в финале. Эти фанаты уже более 20 лет не видели Кубок Италии. И сегодня не увидят. Там, конечно, сумасшедшее празднование. Но, вы знаете, фанаты Болоньи крутые фанаты. Есть много выпусков у меня с Болоньи. Посмотрите, оцените, что творится у них на стадионе. За Милан обидно. Большой вопрос, будет ли Милан участвовать в Еврокубках в следующем сезоне. Шансы еще есть, но они сомнительны. Там очень сложные турнирные расклады. Хотя бы в Лигу конференции пробраться, посмотреть на Баську Топала, Банья Лука, может, с Исландии кто-то приедет. Быстренько начинаю собирать сцену для награждения. Я мог бы уехать в 12 ночи через час и не знать проблем. Но я решил снять для вас награждение, поэтому я буду уезжать в 6 утра. Ну, об этом мы поговорим дальше. Так вот недовольны фанаты Милана. Ну, в принципе, весь матч эта стена очень сильно страдала, потому
потому что постоянно по ней лупили, много ошибок было, вот это продолжается. И не только он, это такая, знаете, всеобщая реакция на игру команды. Ультрас Милана, конечно же, быстро покидают трибуну, они не хотят смотреть на то, как будут награждать Болонью. Что-то стюарты уже потихоньку начинают выгонять с трибуны. Я не знаю, может они хотят нас в один сектор согнать. Я пока для вас решил сменить ракурс. Посмотрите на радующихся фанатов Болоньи, которые ждали этого 50 лет. 50 лет без Кубка Италии. И вот этот день настал. Джоуи Сапуто купил Болонью, вывел в Лигу чемпионов и привез Кубок Италии в Болонью. Планомерной, долгой, стратегической работой. На курве суд пока что остались в основном чайки. Сейчас будут награждать Милан, я не знаю, серебряные медали им дают, что ли. Или просто приветствуют. Почет и уважение, так сказать, для Милана. Да, похоже, ребята выходят с серебряными медалями. Ну, слушайте, финал Кубка тоже круто. Это лучше, чем вылететь на ранних стадиях. Победитель Кубка Италии — Болонья. Победитель Кубка Италии 2025. Болонья, участник Лиги Европы 2025-26. Хотя они еще и в Лигу чемпионов вырваться могут. Но вряд ли. Стюарты не дают ощутить момент, выгоняют. Но там людей не выгоняют. Кстати, песня, которая играет на стадионе Болоньи обычно. 10 сезонов они к этому шли и пришли заслуженно. Прям дискриминация фанатов, прям выгоняют с трибуны, а у Болоньи там все еще празднуют. Ну, должно было быть наоборот, но вот так вот. Продолжаем рубрику «Вегетарианец, страдающий на футболе». Хот-дог 6 евро. Стюарты прям все контролируют. Даже нельзя на фонтане посидеть. Тирания. Но им не привыкать. А вот тут вот проходят игры в АТП и ВТА. Ну, симпатичненько. Я про теннис. Вечерний Олимпийский. Стадион, который дал надежды. Стадион, который забрал надежды. Причем автобус в Милан у меня в 6 утра. То есть через 6 часов 20 минут. Что делать эти 6 часов? У меня планов нет, буду импровизировать. Ночевать тут было негде, потому что, понимаете, 60 тысяч человек приехало в Рим. Ну, понятно, многие уезжают, ну и кто-то остается, поэтому с жильем тут вообще не варианты. Но я думал, мы будем долго праздновать, и нас даже со стадиона пораньше выгнали. Хотя вот фанаты Болоньи, можно услышать, что там еще радуются и празднуют. Ну, я вам скажу, что и выпуск теперь меньше людей посмотрит, потому что если бы это была победа Милана, фанаты Милана бы с радостью его посмотрели. А никто не хочет лишний раз вспоминать о своих поражениях, увы. И несмотря на то, что я окажусь дома через 16-17 часов, в лучшем случае, я абсолютно не жалею, что я сюда приехал, несмотря на поражение. Ну, это, конечно, фигня, что там еще идет празднование, а нас повыгоняли. Но это дискриминация по фанатскому признаку. Прощай, стадио Олимпика. Да здравствуют ночные приключения в Риме. После матча атрибутику продают, но что-то ажиотажа не видно. Вечерняя Стелла Муссолини. Знаете, да, флажками сигналы подают. Вот парень, видимо, этим занимается. Думал, кафе посидеть, но тут очередь победителей. Ну, нормально, кафе какое-то возле стадиона, даже зарядиться можно. Посижу пока тут, дальше буду бродяжничать. Ну, в общем, вот так вот можно ждать автобус. Просидел я в этом барчике до 4:30 утра. Вот такой вот набор 6 евро. Я уже второй раз такое беру. И вот еще недавно тут были десятки тысяч людей, а сейчас 4:30, и тут только я. Я, конечно, думал сходить в Ватикан, там все-таки недавно выбрали нового папу, и в этом году я там еще не был. Сходить к фонтану Треви,
показать вам эту красоту, какой же Рим без фонтана Треви. Но я в итоге просидел в кафе, поделал делишки, уже начал монтировать вам это видео, загрузил видео с Бреша. Так что, и вообще, честно говоря, я чуть-чуть устал. Я за последние 6 дней посетил 7 футбольных матчей, и уже скоро сутки, как я выехал из дома. Знаете, иногда чуть-чуть все-таки устаешь. Но это приятная усталость. Стою под каким-то мостом, жду ночной автобус. Ну, круто же. Приятно, что он подъехал. Мне же есть чем сравнивать. Для меня это уже второй финал Кубка Италии. И я вам скажу, что первый просто выигрывает по всем параметрам. Во-первых, там была крутая хореография перед матчем. Во-вторых, сам матч. Интер вначале фанаты не поддерживали клуб. Интер пропустил на 3-й минуте. Потом на 20-й они стали поддерживать клуб. Они забили на 27-й, по-моему, на 37-й. В общем, сделали камбэк. Подняли кубок. Была очень крутая атмосфера. После матча меня не выгоняли с трибуны, мы долго праздновали. Потом я пошел гулять по городу, я классно погулял по городу, и фонтан Треви, испанская лестница. Ну, может, я тогда не такой уставший был, но вот все равно вот этот весь комплекс впечатлений делают вот тот вот финал Кубок Италии чем-то таким вот, на что хотелось вернуться. А сегодня, ну нет, ну конечно, я был на финале Кубка Италии, все классно, но вот, знаете, нет вот этого крутого послевкусия. Этот Милан, который ни гола не забил, выгнали нас с трибуны, я какой-то уставший. Ну, в общем, понимаете, вроде мероприятие одно и то же, а ощущения вот, ну вот, совсем-совсем разные. И попрохладнее как-то сегодня, знаете, когда оно потеплее, как-то приятнее живется. Жаль, конечно, что я тогда для вас не снимал. Вот тогда было круто. Но, надеюсь, вам сегодня тоже понравилось. Лайкните, если понравилось. Можете пару приятных слов в поддержку написать. То что это какой-то морально уставший с 6 утра. Ну ничего, я думаю, посплю, снова стану позитивным блогером. Но останусь опаздывающим. Геномика. Прикольно, такой-то центр по работе с генетикой. Я очень верю в генетику. А вы? Час до автобуса, а я уже на автостанции. Опаздывающий блогер в коем веке не опаздывает. Потому что в Милане я, как обычно, за пару минут до отправления прибежал. 6:20. Мой фликсбас до Милана. Еще часов 9, и я буду в Милане. Из приятного я еду в Милан за 12 евро. Получается, сюда 18, туда 12, билет на кубок 60. В общем, до 100 евро мне обошлась вся эта поездка. Ну и смешно, что вот те же люди, с которыми ехал сюда, едут и обратно. То есть я думаю, что мы все вместе придумали одновременно этот маршрут, когда Милан вышел в финал. Ну и вот, спустя 32 часа не самого простого выезда, я там, где мы и начинали, в Милане. Потому что футбольные выезды, как и жизнь, цикличны. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, не забудьте лайкнуть, подписаться, потому что нас ждет еще много интересного. Спасибо за просмотр.